Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим французский пирог-перевертыш Tarte-Tatin. Процесс приготовления такого пирога заключается в том, что мы карамелизируем яблоки, а затем выпекаем, накрыв тестом. Такой перевернутый пирог получается необычайно вкусным, а тесто остается хрустящим, поскольку не размокает от сока яблок. Так что досмотрите видео до конца, и чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, для теста мне понадобится 200 грамм муки, 130 грамм холодного сливочного масла, 25 грамм сахарной пудры, 50-60 мл холодной воды и щепотка соли. Холодное сливочное масло обваливаю в муке и натираю на терке. Можно порубить ножом или измельчить в блендере. Перемешаю руками, добавлю соль и сахарную пудру. Перетру все это в крошку. Старайтесь делать это быстро, пока масло не начало таять. Вот такая крошка получилась. Теперь добавлю холодную воду. Не выливайте сразу всю, лучше потом добавите. Воды нужно столько, чтобы тесто собралось в комок. Как всегда, с песочным тестом долго не вымешиваем, чтобы не давать маслу таять от тепла рук. Тесто заворачиваю в пленку и убираю на час в холодильник. У меня на канале есть разные рецепты ягодных и фруктовых пирогов. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Обязательно посмотрите, и вы найдете для себя какие-нибудь вкусняшки. Теперь можно заняться начинкой. Для начинки я возьму 4-5 крупных яблок, это около килограмма, 150 грамм сахара, 75 грамм сливочного масла. Яблоки должны быть плотные и желательно с кислинкой, так как карамель у нас сладкая. Очищаю их, вырезаю серединку и нарежу на кусочки. Так как яблоки у меня крупные, я разрежу их на 8 частей. Перекладываю их в миску и взбрызну лимонным соком, чтобы они не потемнели. Накрою пищевой пленкой. Ставлю сковороду с толстым дном на плиту и хорошо разогрею. Это для того, чтобы когда я высыплю туда сахар, он сразу начал плавиться. Высыпаю сначала половину сахара, даю ему растаять, а затем добавляю оставшийся. После того, как весь сахар расплавился, добавляю мягкое сливочное масло и перемешиваю. Если у вас сковорода с такой ручкой, которую можно ставить в духовку, то можете яблоки выложить прямо в нее. Я же переложу карамель в стеклянную форму для выпечки, а сверху выложу яблоки как можно плотнее друг к другу. Достаю из холодильника тесто и раскатаю его по диаметру чуть больше, чем диаметр формы. Диаметр формы у меня 28 сантиметров. Накрою тестом яблоки, а края заправлю вовнутрь, делая небольшие бортики. Лишнее тесто можно срезать.
Вот что у меня получилось. Ставлю выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 45-50 минут. Мой пирог готов. В нем много сока и жидкая карамель, поэтому важно дать пирогу немного охладиться, прежде чем доставать его из формы. Прошло чуть больше получаса, пирог остыл, накрываю его блюдом, подходящим по размеру, и переворачиваю. Будьте готовы к тому, что небольшое количество сока все же может вытечь, но это ничего страшного. Вот такой пирог получился. Можно попробовать его еще теплым, добавив шарик мороженого, но и холодный он тоже вкусный. Готовить такой пирог можно также с грушами, сливами и персиками. Главное, чтобы они были достаточно твердыми. В общем, обязательно попробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.